Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы будем с вами продолжать делать домик, который мы делали с вами вчера. Вчера я вам показала, как сделать основу, поэтому если вы не видели, переходите по ссылкам, также вот тут будет подсказка, переходите и смотрите, и затем переходите обратно на это видео и смотрите продолжение. Поэтому если вам интересно, продолжайте смотреть. В прошлом видео мы с вами сделали основу нашему домику, покрасили ему стены, а теперь давайте приступать делать крышу. Крышу я буду делать из шишек. У меня были вот такие шишки веймутовой сосны. Разбираю шишку на части и буду приклеивать на крышу. Мне кажется, вариант использования шишки для крыши смотрится очень интересно. Хотя, когда мы с ребенком гуляли в лесу, она сказала, что можно было использовать еще и иголочки от сосны. Тоже смотрелось бы очень красиво. Также хорошо для крыши подойдет и щепа для копчения. Пока я вчера монтировала второе видео, мне эту идею прислала моя подписчица Наталья ВКонтакте. Огромное спасибо за идею. Надеюсь, кому-нибудь тоже она пригодится. Одним рядом я приклеивала свои чешуйки в одну сторону, а вторым их переворачивала, для того, чтобы крыша была красивая. И вот таким образом я заклеиваю всю свою крышу. И не забывайте, что нужно еще добавить и трубу. Я сделала крышу, также добавила туда немножко мха, для того, чтобы придать состаренный внешний вид. А теперь основа. Можно взять любой картон, можно вообще ничего не брать. Вырезала немножко больше, чем моя основа. И теперь скругляю все края в пенополистироле, для того, чтобы уже сверху было удобнее приклеить мох. Приклеиваю со всех сторон мох. И так как он такого интересного полувыцветшего цвета, у нас получается уже трава не очень зеленая и напоминает все-таки осень. Приклеиваю я тоже на термоклей, и да, такой мох можно купить в цветочных магазинах. Ищите мох сфагнум в магазинах, где продаются сами орхидеи. И вот таким образом я заклеиваю весь свой пенополистирол. Ну вот, я полностью приклеила мох, и теперь снизу будем декорировать. У меня есть вот такой еще мох, есть вот такая трава, которую мы с дочкой рвали в лесу. Она высохла, тоже хорошо приклеится. И сами веточки, на которых есть уже, я не знаю, наверное, тоже называется мох. Но это старые деревья, и очень интересно смотрится в работе. Добавляю еще несколько веточек для того, чтобы создать больше объема снизу. Наши деревья, конечно, получились голые, можно было добавить им еще сверху листья, но как-то мы пропустили этот момент, и в принципе композиция готова, и мы решили туда уже больше ничего не добавлять. Ну а для декора снизу мы использовали веточки, разнообразные цветочки, создавали снизу маленький сад.
Ну а теперь сам заборчик сверху. Так как у нас площадка из картона, я делаю на ней дырочки и туда буду вставлять деревянные шпажки, на которые потом приклею перекладинки, и у нас получится заборчик. Можно, конечно, делать заборчик и каким-то другим способом, но это самый простой и самый легкий. Из шпажек вырезаю нужный мне размер и все приклеиваю. Крашу забор в белый цвет. Также внутри окошки я тоже подкрасила белым. Ну и когда все покрасили, можно уже добавлять самые маленькие элементы. У меня это возле двери будет маленькая картинка с яблочками. Вместо яблочек у меня просто маленькие тычинки красного цвета. Как же деревенский домик без тыкв, где очень часто их выращивают, поэтому будем делать тыквы из самых простых каштанов. Кстати, они у меня даже не успели еще просохнуть, поэтому они у меня влажные, но я не думаю, что краска от них сразу же отвалится. Беру акриловую краску и крашу каштаны. Сначала крашу в оранжевый цвет. Да, не забудьте свою тыкву насадить на шпажку или на зубочистку, так будет удобнее с ней работать. Разукрашиваю, делаю прожилки, делаю переход цвета. Нам нужно сделать, чтобы тыква была все-таки хоть немножко похожа на настоящую. И остается сделать сам хвостик. Срезаю лишнюю шпажку коричневым цветом, просто подкрашу хвостик. Также губкой можно сделать немножко грязи на своих тыквах, так как они все-таки лежат на земле. И на этом можно их приклеивать. У нас получились вот такие малышки, которые очень здорово смотрятся в детских композициях. Также в свою композицию можно добавить совершенно любые природные материалы, выглядеть все равно это будет красиво. Да, не забудьте сделать лесенку, мы ее делали из деревянных шпажек. И все, приклеили лесенку, и на этом наш домик готов. Можно, конечно, добавить еще что-нибудь, но мы, пожалуй, оставим его в таком виде. Ну а помимо этого я вам обещала показать работу, которую делала отдельно моя дочка, и делала ее самостоятельно. Я не даю своему ребенку термоклей, поэтому элементы, которые приклеиваются на термоклей, приклеиваю я. Ну, я надеюсь, вам понравился такой вариант домика. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также пишите, какую поделку в школу или в садик вы делали со своим ребенком. Будет очень интересно почитать. И до новых встреч. Пока-пока!